В одном из самых изысканных ресторанов города, где каждый столик был покрыт белоснежной скатертью, а бокалы из хрусталя переливались мягким светом, собрались состоятельные гости. Шум был приглушенный, почти ритуальный. Тихий звон приборов, приглушенная музыка, редкие шаги официантов по паркету. Среди гостей выделялась пожилая японка, аккуратно уложенные седые волосы, утонченная одежда, простая, но элегантная. Ее взгляд был внимательным и вдумчивым, каждое движение выказывало изысканность и привычку к порядку. Но никто не понимал ее намерений. Она тихо осматривала меню, слегка морщила лоб, а официанты смущенно стояли рядом, ожидая указаний. Остальные гости европейской внешности переглядывались и тихо обсуждали между собой, не в силах понять, чего именно хочет эта женщина. В воздухе витало напряжение, мягкое, но ощутимое. Молодая официантка, еще совсем недавно начинающая свою работу, заметила замешательство и сделала шаг вперед. Она мягко произнесла несколько слов на японском языке. На мгновение весь зал словно замер. Пожилая японка, ранее строгая и сдержанная, вдруг улыбнулась. Ее глаза заблестели, а плечи расслабились. Взаимопонимание возникло мгновенно, как если бы между ними существовала невидимая ниточка доверия. Остальные гости удивленно наблюдали за этим тихим, но значимым моментом. Владелец ресторана, мужчина средних лет с утонченным вкусом и внимательным взглядом, стоял в стороне и следил за сценой. Он был поражен не только знанием языка, но и тем, как естественно и чутко официантка установила контакт с клиентом. Он понял, что такие способности ценны бесконечно выше любого опыта в обслуживании. В ту же минуту он принял решение, именно этот человек должен управлять рестораном. С этого момента жизнь молодой официантки изменилась кардинально. Она перестала быть просто частью коллектива, теперь ее уважали, ей доверяли и прислушивались. Каждый день приносил новые возможности, сложные задачи и огромную ответственность. Она училась управлять, вдохновлять и поддерживать атмосферу, где каждый гость чувствовал себя важным и понятым. Ресторан стал не только местом работы, но и пространством, где она могла проявить свою уникальную способность видеть людей и создавать между ними настоящую связь. Время шло, и ее жизнь наполнилась смыслом и признанием. Она поняла, что истинное мастерство заключается не только в знаниях или умениях, но в умении слышать других, видеть их потребности и создавать атмосферу, в которой каждый чувствует себя ценным. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.